Мы приехали кушать ягодку. Нам дали этот пакетик для выплевывания косточек в ведрище. Набирать ягоду. Пакетики, чтобы ничего не сперли. Сказали все внутренности выложить из сумки в пакет. И можно идти лакомиться вишней. Там вон у них теплицы. Вон в той стороне черешни они собирают. А здесь вот вишня. Ну что, пойдем, будем пробовать и знакомиться с сортами японской вишни. Мы, кстати, в первый раз на этой ферме. Впервые приехали, хотя миллион раз ее проезжали. Вишня, значит, стоит 1200 на взрослого, 800 йен на школьников. Дошкольники, по-моему, там 400 йен, что ли, были. Мы повесили ведрище. Здесь, кстати, ничего не подписано. Сорт, какой сорт. Ни табличек, ничего нет. Какие сорта вишни вообще растут в Японии? Самый такой известный сорт японской черешни это Сато Нишики. И на Хоккайдо этот сорт тоже распространен. Это массово выращиваемый сорт. Там ягоды все ровненькие, ярко-красного цвета, очень сладкие. И это считается дорогой сорт. И за него на аукционах иногда платят довольно большие суммы, особенно за красивые калиброванные ягоды. Он обычно продается во всех дорогих супермаркетах. Цена примерно 4 или 8 тысяч, в зависимости, мне кажется, от крупности ягод. На Хоккайдо разводят клоны Сато Нишики. Это ягода вот эта Чаку Шокукей. И есть еще сорт Таиши Нишики, то есть аналог для северных условий. Я вот прям хожу. Ну, то есть вот она маленькая. Ну, вишня очень вкусная. Следующий сорт, это более поздний сорт Бенишухо. Это поздний сорт. У него обычно плотные и крупные ягоды, темно-красные такие. Вот такого сорта здесь нет. Он обычно, по-моему, там распространен на Хонсю, но иногда некоторые фермеры его тоже выращивают. Бенишухо это менее такой культовый, чем Сато Нишики сорт, но тем не менее он ценится за плотную мякоть и сладость. Иногда даже в пик сезона может стоить дороже Сато Нишики, потому что поспевает он позже и хранится дольше. Здесь вот мелкий сорт, а там уже вот люксовый сорт. То есть вот на той стороне у них уже все на продажу. Я смотрю, что туда вот все что-то вглубь ходят, а я тут как топчусь на одном месте. Красотища! Кавай! 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 Хонто десу йо! Сайн онегай! Сорт Нанью – это обычный такой среднего класса сорт. У него светло-красные, крупные такие сладкие ягоды. Ну и стоит он примерно от 3 до 6 тысяч. Тоже как бы не очень дешевый сорт. Сорт Такасаго. По цвету ярко-красный и кисло-сладкий на вкус. Очень хорошо подходит для холодного климата. Ну и плюс местные адаптированные сорта и гибриды выведены именно для северных районов. Этот Такасаго считается одним из старых сортов для раннего сбора. И часто он продается дешевле, так как уступает по сладости и размерам. И используется для того, чтобы именно открыть сезон. Так, ну что-то не полный мешочек у меня вот. Нам сказали, значит,
ориентироваться на отметку, что если вот здесь вот по эту полосочку мы наберем вишни, это получается где-то килограмм, а вот по эту полосочку, по вторую, 2 килограмма. Ребенка моя обожралась уже, от сахара торкнула. Я не могу найти никак гибридную вишню. Где? Следующий сорт — это сорт Наполеон. Это относительно недорогой сорт, импортный сорт. В Японии в основном он селекционирован был для опыления или для переработки. Переработки там варенья, соки, в общем, для консервации. Соответственно, на рынках он продается дешевле. Ягоды у него красно-желтые, более кислые. Цена у него от 1500 до 3000, в зависимости от килограмма. Если маленькая там пачка какая-то будет, даже может стоить и 500 йен на рыночках. Так, нам освободили тут лестницу. Я смотрю, что тут вообще все лестницы заняты. Тоже какой-то вот еще минус такой, что у них буквально там 10 лестниц на всю ферму. То есть как хочешь, так иди и, не знаю, дели там, потому что посетителей как бы много. Там вон посетители, там посетители, а лестниц нету. Вкуснятина. И еще один сорт, это Гасан Нишики. Этот сорт редкий, кстати, гибридный. Редкая желтая черешня. Этот сорт сладкий и выращивается в основном в ограниченных количествах. Эта ягода считается деликатесом, и часто растет вот чисто в подарочные наборы. То есть этот сорт, как сказать, он есть еще крупнее, еще гибриднее сорт. И вот который еще гибриднее сорт, вот этот Гасан Нишики, он идет именно в подарочные наборы. И, соответственно, цена у него тоже не маленькая, где-то от 10 тысяч даже идти, то есть от 100 баксов, грубо говоря, но если 1 к 1 считать, да. Все, марафон по поеданию вишни закончился. Пойдем срывать ленточку на финише и платить. Жара такая, я вся как, не знаю. Короче, мне не понравилось то, что тут пылище. Тут прям вот на этой ферме, вон она, вот это вот, тут сена мало и очень пыльная дорога. И плюс еще мне кажется, что пыль, прям вишня с пылью. Мы, короче, наелись вишни с пылью. Ну ладно, что, переварится. А вот с пылью даже вкуснее. Вот. И не понравилось то, что очень мало лестниц. Вот, то есть вот это все пространство, вот оно прям очень мало лестниц. То есть нужно эти лестницы перетаскивать, короче, от одного дерева к другому на большое расстояние. И то есть я ее поперетаскивала, я вся вся, короче, как вымазалась, как не знаю кто. Вот, и набрали мы вот столько. Вот, но я не знаю, килограмм, наверное, будет. Съели вот столько. Это я съела столько. И набрали вот столько. Ребенка там вообще уже никакая. У нее там инсулиновый взрыв произошел. Вот. Все, выходим и идем оплачивать. Коронану там и деска. 大人と子供と色分けして後で子供の何の色ですか？緑？緑はね団体さんなんです。でちょっとこのオレンジが大人でピンクが幼児ですね、幼稚園。で黄色が小学生なんですね。はい。素晴らしいですね。わかりやすい。760g ですね。100g 250なので1900円になります。はい、ありがとうございます。Вот она. Опять беременность. Фу, мне что-то вздохнуть тяжеловато.